Жесткий ультиматум прямо здесь и сейчас. США поставили Киев перед историческим выбором. Или реальное соглашение на этих выходных, или гарантии безопасности исчезнут навсегда. Почему переговорщики Трампа так сильно спешат? И при чем здесь карты в Майами? Все расскажем. Коалиция решительных готова к высадке. Пока в Берлине говорят о мире, в Лондоне рисуют детальные планы наземного развертывания войск. НАТО призывает готовиться к войне и готовит отправку солдат-союзников в Украину. Потянет ли Кремль новый фронт? YouTube все окончательно. В России официально начали полностью блокировать крупнейший видеосервис без всяких замедлений. Роскомнадзор внезапно зачищает сеть перед Новым годом. К чему готовиться и что делать, чтобы не остаться в информационном вакууме? Бунты в России. Тысячи людей выходят на улицу в крупном городе протестовать. Против чего выступают и при чем здесь Украина? Объясняем. Об этих и других главных событиях вечера вторника, 16 декабря. Самые важные и срочные новости, эксклюзивные подробности. Вы смотрите информационный выпуск «Нехта». Оперативно о событиях в России, Украине, Белоруссии и мире. Раньше и понятнее других. Все, что нужно знать сегодня. Один из самых крупных украинских городов снова накрыло масштабным обстрелом. Жители Запорожья не спали этой ночью. Один из беспилотников попал в многоэтажку, после чего в здании начался пожар. Известно как минимум о 3 пострадавших, пока информации действительно мало, но спасательные работы продолжаются. Накануне российские войска нанесли новые удары по Днепропетровской и Сумской областям. Тогда погибли 2 человека. Переговоры по мирному плану между Украиной и США не заканчиваются Берлином. Их продолжение уже назначают на ближайшие выходные. Место держат в тени, но в Вашингтоне, похоже, хотят ускорить темп и перейти от общих формулировок к конкретике. По данным Axios, обсуждения могут пройти где-то в США, возможно, в Майами. Это была цитата. Источник издания уточнил, за столом будут не только чиновники, но и рабочие группы с военными. А формат предполагает рассмотрение карт. Кто именно представит стороны и кто привезет карты, пока не раскрывают, деталей минимум. Сегодня-завтра мы доработаем документы. Далее США в ближайшие дни проведут консультации После этого проведут консультации с президентом США. После этого наши команды встретятся в США в ближайшее время. Думаю, может, даже на выходных. Тем временем берлинский раунд длился несколько дней. На 3-й день к переговорам подключились лидеры других стран Европы, в том числе и Польши. Спецпредставитель президента США Стив Уитков 14 и 15 декабря говорил о значительном прогрессе. Неназванный американский чиновник заявил, что удалось согласовать около 90% вопросов, которые поднимались на встрече. Но главный узел остается тем же – территории. Мир требует надежных и убедительных гарантий безопасности. Я приветствую тот факт, что Соединенные Штаты положительно рассматривают возможность предоставления военной поддержки Украине. И Европа делает то же самое для укрепления украинских вооруженных сил, защиты территории Украины и сдерживания будущих атак. Западные СМИ со ссылкой на источники писали, что американские представители поднимали тему отказа Украины от части Донецкой области, которую контролируют украинские силы, даже давили на Украину. Владимир Зеленский подтверждал, что позиции Киева и Вашингтона пока не совпадают. Хотя, по его словам, важно, что США слышат украинскую аргументацию. Вашингтон поставил Киев перед жестким выбором. Либо соглашение сейчас, либо потом будет хуже. США предлагает Украине гарантии безопасности, похожие на 5-ю статью НАТО, то есть обещание защищать в случае новой атаки. Это самое сильное обязательство, которое администрация Трампа давала Киеву за все время войны, пишет издание «Политико». И мы с вами говорили уже об этом в предыдущих выпусках со ссылкой на другие источники. Как мы видим, ситуация повторяется. За этим стоит ультиматум. Американские чиновники прямо говорят, если Украина будет тянуть, эти гарантии могут исчезнуть из финальной сделки. Предложение действует здесь и сейчас. Как относитесь к таким ультиматумам во время войны? Пишите в комментарии, не забывайте, ваше мнение важно, действительно. А в Европе тем временем уже готовы к отправке войск в Украину. Планы готовы, войска готовы, осталось только отдать команду. За кулисами разговоров о мире уже рисуют совсем другие сценарии с военными картами, штабами и конкретными направлениями действий. Речь идет не о территории. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что коалиция решительных разработала меры для усиления обороноспособности Украины и при необходимости для размещения войск на ее территории.
В рамках коалиции решительных у нас был политический процесс с участием лидеров стран, а также военный процесс с участием военных планировщиков. Мы заявили, что хотим разработать военные планы по обеспечению безопасности в воздухе, на море и на суше, а также для укрепления собственных возможностей Украины. Сейчас, по утверждению премьер-министра, у участников коалиции есть военные наработки по каждому из этих направлений. Возможность наземного развертывания в этих планах тоже предусмотрена. В то же время глава британских вооруженных сил заявил, что стране самостоятельно тоже нужно гораздо лучше подготовиться к сдерживанию России. По его словам, это означает не только решение правительства, но и позицию общества, включая настрой людей быть готовыми воевать. На протяжении 3 десятилетий многим не приходилось задумываться о вооруженных силах. Мир был стабильным, конфликты казались далекими. Но это больше не так. Я бы сказал, что ситуация сегодня опаснее, чем когда-либо за всю мою карьеру. И цена мира растет. Наш ответ должен выходить за рамки простого укрепления вооруженных сил. Нужен ответ всей нации. Контекст, по его словам, меняется быстро. Европа пытается закрыть дыру, которая возникла после требований президента США Дональда Трампа, чтобы континент взял на себя основную часть конвенциональных оборонных возможностей Альянса. Еще одна страна НАТО попадает под удар, но вовремя успевает среагировать. Что теперь скажет друг диктатора, и останется ли страна такой миротворческой? Придется выбирать сторону. Над Черным морем у турецкой границы появился беспилотник, и военным пришлось реагировать быстро. Цель приближалась к воздушному пространству страны. По данным Минобороны Турции, дрон был уничтожен. Было установлено, что данная воздушная цель является беспилотным летательным аппаратом, который вышел из-под контроля. Во избежание возможных негативных последствий он был поражен и сбит в безопасной зоне. По беспилотнику отработали истребители F-16, но какой будет реакция дипломатическая, будем ждать вместе с вами. Второе за 2 дня нападение на школу в России. В подмосковных Горках 2 15-летний подросток в балаклаве пришел в элитную Успенскую школу с ножом. Он ранил охранника и как минимум 3 учеников. 1 человек погиб. На место стягивали спецназ, детей срочно эвакуировали. По сообщениям медиа, нападавший пытался забаррикадироваться в кабинете и взять заложников, но был задержан, а по другим данным ликвидирован. По сообщениям, подросток, который напал на учеников, сделал селфи, так что на заднем плане оказался убитый им школьник. На его футболке при этом была надпись «Ничьи жизни не важны». Ее связывают с одноименной группой, которой приписывают пропаганду насилия и терроризма. Теперь это выглядит не просто как вспышка агрессии, а как попытка превратить убийство в жест и картинку с заранее выбранным посланием. Накануне Петербург. 9-классник ударил ножом учительницу математики во время разбора контрольной, затем ранил себя. Причина якобы проблемы с учебой. 2 дня, 2 школы, 1 страна и полная тишина о том, почему подростки все чаще срываются с ножами в стабильной, благополучной и насквозь милитаризованной стране. Более 1000 жителей Краснодара вышли на акцию против строительства храма в честь участников войны с Украиной. Люди собрались на местной набережной и решительно заявили о протесте. Правда, спустя 200 лет после восстания декабристов протесты в России носят характер написания челобитной государю. Владимир Владимирович, мы просим вас вернуть всем землям аллеи 80-летия Краснодарского края статус зеленой зоны общественного пользования. Обращение планируют направить на прямую линию с Путиным, которая запланирована как раз по случаю на пятницу. Мы не против веры, мы за закон, мы против произвола. Вы говорили, храм должен объединять, а не разъединять. Помогите сохранить нашу аллею ради наших детей. Но вот такой он русский бунт сегодня. Так называемый патриарх Кирилл тем временем снова вышел с проповедью из параллельной реальности. Он призвал россиян благодарить Бога за Путина, за власть и за очень благополучное время. Даже как-то иногда думаешь, Господи, неужели это наяву? Православный президент, православный премьер, православные губернаторы, православные учителя и директора школ. Ну что еще как бы нужно? Поэтому мы должны быть благодарны Богу и за ту страну, в которой мы живем. И откровенно скажу, за ту власть, во главе которой православные люди. С царских времен первый раз. Ну и, конечно, за все то, что сегодня совершает Россия.
История, впрочем, уже слышала похожие проповеди. В январе 1917-го тоже был православный царь и благочестивая власть. Чем все закончилось, напоминать, кажется, не нужно. YouTube в самой благополучной стране начали отключать. Окончательно. Петербург официально стал первым. У Skynet, E-телекома и провайдера Nevalink сервис перестал открываться полностью, без замедлений и якобы устаревшего оборудования. Провайдеры прямо ссылаются на распоряжение Роскомнадзора. Это первый зафиксированный случай полной блокировки YouTube в стране. У россиян с воскресенья еще и сбоит мобильный интернет. Власти предлагают смириться как минимум до конца новогодних каникул и установить мессенджер Max. Поэтому мы срочно запускаем Next Step VPN, новогодний подарок от Нехта для тех, кто все же хочет оставаться на связи. Надежный сервис с европейскими серверами и реальными гарантиями вашей информационной безопасности. Трафик не увидит даже провайдер. Для первых пользователей возможность подключиться со скидкой, ссылка в описании. Когда происходят большие события, самое страшное не то, что случается. Самое страшное — не знать, что происходит. Не иметь связи с родными, не видеть новостей, не понимать, что делать и куда бежать. Next Step VPN, который мы запустили для вас, нужен не только для галочки и не только для обхода блокировок. Он нужен, чтобы в любой момент у вас была связь, информация и доступ ко всему, чтобы вас нельзя было выключить одной кнопкой. Next Step VPN. 2 клика, и вы всегда на связи. Отдельное спасибо, что досмотрели до конца. Спасибо за ваше доверие. Жду развернутых комментариев, лайков и репостов. Это важно, чтобы нас становилось больше. На этом пока все. До новых встреч и хороших вам новостей.